На трассе, где поворот и дорога сужаются, становясь двумя узкими полосками, лес подходит особенно близко. Там всегда пробки, всегда затор из машин, стоящих в очереди. Вот там, видимо, его и выбросили. Там он и сидел. Нет, он никого уже не ждал. Да и кого ждать? Раз выбросили, то никто уже не приедет забрать. Никто не протянет руки и радостно не вскрикнет, не прижмет и не погладит. Большой худой кот сидел прямо на краю дороги. Левый глаз кота был закрыт. То ли потерял в драке, то ли просто опухло веко. Кто знает. И кому есть дело до этого кота и его глаза? Но кот был умный. Он научился попрошайничать. Становился на задние лапы и передними махал в воздухе. И подавали. Кто котлетку кинет, кто рыбку, кто кусочек курочки. Вот, прямо напротив него и оказалась старенькая Субару с семьей. Папа, мама и дочка, первокурсница. Все жили в городе, находящемся совсем рядом. Буквально, в получасе езды по центральной трассе. Кот стоял на дороге, и девочка увидела его. Увидела заплывший глаз, ободранные, худые бока и взгляд. Взгляд совершенно безнадежный и полный обреченности. «Мама, мама!» — воскликнула девушка, «смотри на беднягу. Он ведь пропадет здесь. Пожалуйста, давайте возьмем его. Он ведь совсем никому не нужен». «Еще чего!» — рассердилась мама, «тебе учиться надо, а не за котом больным ухаживать. И не думай даже». «Что там такое?» — спросил папа, сидевший за рулем. «Какой кот?» «Никакой. Не обращай внимания», — ответила мама. «Самый себе обычный кот. Нечего ей от учебы отвлекаться. И тем более, нам уже и ехать надо. Жми давай быстрее на педаль. Смотри, как небо хмурится. А нам еще полчаса ехать. Успеть бы до дождя». И папа нажал на газ. Машина рванула с места и вместе со всеми пролетела поворот и кота. Они приехали домой вовремя. Очень вовремя. Потому что за окном разыгралась гроза. С громом, молниями и проливным дождем. Там, за окном. А здесь, в доме, было так уютно, спокойно, тепло и тихо. Хотя, нет, не тихо. Дочка все никак не могла успокоиться. Перед ее глазами стоял на задних лапах худой, серый кот с заплывшим глазом и передними лапами просил есть. А машины ехали мимо. И он так и стоял один. Совсем один. Она вышла к столу, где папа и мама обедали. «Мне нужны ключи от машины», — сказала дочь. «Какие ключи?» — спросила мама. «Ты что, куда же ты ехать собралась в такой ливень?» «За ним», — ответила дочь. Затем, мимо кого мы проехали. У папы упала ложка в тарелку с супом. «Мимо кого мы проехали?» — спросил он. «Кого это мы оставили на дороге?» «Кота. Кота. Одноглазого. Он кушать просил, а у меня не было ничего. И никто ему ничего не дал. Он там так и остался. Один. На трассе. Совсем один. В этом ливне». А мы проехали мимо. И дочка зарыдала. Папа посмотрел на маму. «Ты что же не сказала мне, что кот был одноглазый и просил есть?» — спросил он у нее. «Почему ты не сказала?» «Я во всем виновата», — ответила мама. Я о дочери, между прочим, думала. О том, что ей отвлекаться нельзя от занятий. «Каких занятий?» — вдруг разволновался папа. «Что ты такое говоришь? Он же там умирать остался». «Один, а я, получается, виноват, потому что мимо проехал», — закричал папа. Дочка уже одевалась. Папа встал. Он громко бросил ложку на стол и пошел собираться. Маленькая, старая Субару взвизгнула колесами по лужам и, разбрызгивая хлопья дождя, ехала к тому месту. Папа остановил машину на обочине, не отвечая маме ни одним словом, вышел и поднял с обочины палку. Мама спросила дочку, куда он идет, но та не знала ответа. Она напряженно смотрела ему в спину. Оттуда, из самого начала леса, из-под небольшой коряги. Да, именно оттуда доносился звук. Папа поскользнулся. Он не удержался на ногах на скользком спуске с дороги вниз.
Он, скатившись по склону, плюхнулся прямо в ров, наполненный до краев водой. Мама и дочка вскрикнули и разом выскочили из машины. Они кричали и бегали по краю дороги. Несколько проезжавших мимо машин остановились. Люди вышли из них и, несмотря на дождь, стали вместе с мамой и дочкой связывать несколько веревок, чтобы спуститься за упавшим папой. Но папа... Он встал и пошел в сторону леса, по пояс в воде. Он явно хромал на левую ногу. Люди на дороге, которых становилось все больше, громко кричали ему. Они узнали от мамы и дочки, что этот человек рискует жизнью из-за какого-то серого кота. Они кричали, они орали, они размахивали руками, они требовали, чтобы он вернулся назад. Но папа, он шел вперед и вперед, слегка прихрамывая на левую ногу. Ему было наплевать на гром молнии и ливший с неба поток холодной воды. Он должен был дойти. И он дошел. Он наклонился, поднял вверх что-то темное. Вздох пронесся по людям, собравшимся у края дороги. И папа пошел назад. Он нес в левой руке над головой кота, а правой, опираясь на палку, осторожно нащупывал дно под водой, покрывший все от леса до дороги. Он прошел ров, который был наполнен водой, добиравшейся теперь ему до груди, и схватился, отпустив палку, заброшенный ему буксировочный трос. Его вытащили. Люди, стоявшие на дороге под дождем, радовались. Они радовались спасшемуся человеку и спасенному коту. Мама и дочка целовали папу. Они не могли отойти от него, и дочка. Она взяла из его рук совершенно мокрого кота и прижала к себе. А один водитель из большого дорогого джипа достал литровую бутылку выдержанного виски и сказал: «Мужики, я держал его для особого случая. И вот, кажется, я его дождался». Он раздал всем одноразовые стаканчики и продолжил: «Мужики, я вам всем налью, но я прошу вас не пить, потому как хочу, чтобы вы все добрались домой живыми и здоровыми. Женщины ваши пусть выпьют, а вы просто чокнетесь с нашим ненормальным и вылейте на дорогу. Потому как такой поступок нельзя не отметить. Очень уж». Мужик помолчал и продолжил: «А ведь я так не поступил бы. Вот ведь гадость какая». Они стояли под проливным дождем, и виски в их одноразовых стаканчиках смешивалось с водой, лившейся с неба бесконечным потоком. Мужики чокнулись и вылили все виски на асфальт. И точно так же поступили и их жены. И только один человек выпил. Это мой папа. Ведь мама тоже могла вести машину. И вскоре старенькая Субару летела по направлению к дому, а внутри сидела семья. Папа на пассажирском месте. Левая нога уже почти не болела. Папа смотрел через лобовое стекло на блестящие молнии. Папа улыбался. Его развезло немножко после ледяного душа в канаве и 100 грамм виски. Дочка на заднем сиденье прижимала к себе серого, спасенного кота. Она вытерла его полотенцем, и ему стало хорошо. Кот громко, на всю машину, замурлыкал. «Ишь ты, громко как!» — сказала мама, сидевшая за рулем. «Это у него по сердцу трактор маленький ездит», — улыбнулась дочка. «А папа-то у нас герой. Самый настоящий герой», — вдруг сказала мама. «А я в этом и не сомневалась никогда», — ответила дочка. И, дотянувшись, чмокнула папу в шею. «Не сердитесь на меня, пожалуйста», — попросила мама, и папа с дочкой хором ответили: «Не будем». Маленькая Субару уносилась к дому, разбрызгивая хлопья дождя. Внутри сидела счастливая семья и серый кот, который прижался к девушке. А снаружи небо плакало. Оно лило слезы обо всех наших грехах. И гром гремел. А на асфальте расплывались следы от пролитого виски. Ведь здесь спасли одну душу. Маленького, серого кота. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.